Знаете, что самое прекрасное в этом тортике? Помимо того, что он очень быстро готовится, это также то, что здесь есть и белые, и шоколадные коржи. Посмотрите, какой он у нас прекрасный в разрезе. Всем большой привет, дорогие мои зрители! Сегодня мы с вами приготовим очень вкусный, простой и доступный торт, или его можно сделать в виде рулета. Отличное лакомство к чаю. Берем 4 яйца, добавляем щепотку соли и начинаем взбивать до легкой пышности. Добавляем сюда 10 граммов ванильного сахара. И также я сейчас включу миксер и буду постепенно добавлять 80 граммов обычного сахара. И вот посмотрите, до какого супер пышного светлого состояния у меня взбиты яйца с сахаром. Мне на это понадобилось где-то 6 минут, но все зависит, конечно же, от мощности вашего миксера. Именно так и должны быть взбиты яйца с сахаром, тогда у нас бисквит будет пышным без добавления разрыхлителя. Просеиваю сюда 80 граммов муки в 2-3 подхода. Просеяли, вмешали, просеяли, вмешали. При этом слишком сильно тесто не вымешивайте, лучше это делать лопаткой, чтобы сохранить его воздушность. Если вы сомневаетесь, достаточно ли вы хорошо взбили яйца с сахаром, то добавьте половину чайной ложки разрыхлителя. Уже можете поставить духовку прогреваться до температуры 180 градусов. Перекладываем половину теста в отдельную миску. Я хочу сделать тесто и шоколадное, и ванильное, вот такое светлое, где-то 160 граммов. В эту часть теста добавляю столовую ложку молока и просеиваю 15 граммов какао. Какао лучше всегда просеивать, потому что оно хорошо впитывает влагу и образуются вот такие комочки, видите? И если вы просеиваете, то их очень легко вот так можно тоже пропустить через сито. Перемешиваем тесто до однородности. Вмешиваем какао тоже аккуратными, такими вот складывающими движениями. Сильно не вымешивайте. Нужно, чтобы у нас тесто осталось воздушным. Теперь у нас есть масса вариантов, как выложить тесто на противень. Можно сделать одну половину белого теста, другую половину шоколадного теста. Это если вы хотите делать торт. Потом разрезать каждую на еще 2 части, и получится 2 белых коржа, 2 шоколадных коржа. Можно выкладывать столовой ложкой шоколадное белое тесто, вот так вот, чтобы было вперемешку. Можно полосками, если у вас есть кулинарный мешок. Или я тоже сейчас буду делать полосками, но без кулинарного мешка, чтобы всем было понятно, как можно сделать по-простому. Просто беру и вот так вот выкладываю тесто. Отступаю немножко и еще выкладываю полоску. И выкладываем шоколадное тесто. Тесто достаточно густое. Видите, оно не расползается. И с ним можно вот так интересно работать и делать какие-то свои интересные рисунки. И теперь можно сделать еще вот такие разводы. И теперь эту красоту ставим выпекаться на 12 минут в уже прогретую духовку до температуры 180 градусов. Нижний и верхний нагрев без конвекции. Вот такой замечательный, красивый у нас получился корж. Если вы хотите сделать из него рулет, то сразу доставайте из духовки и сворачивайте его прямо в пергаменте в рулет. И оставьте до полного остывания. Я хочу делать торт из 4 коржей с вот таким вот красивым рисунком. Поэтому я вот эти краешки, которые неровные и сухие, немного подрежу. Теперь разрезаем его вдоль.
и в поперек. Аккуратно переворачиваем корж, чтобы снять пергамент. Снимаем. Для крема беру 400 граммов сметаны, у меня жирность 20%, добавляю 10 граммов ванильного сахара для аромата. В качестве подсластителя вы можете добавить сахарную пудру, я буду добавлять сгущенное молоко, добавляем по вкусу, чтобы крем вам нравился. Перемешали и все готово, взбивать ничего не нужно, можно уже смазывать наши коржи. И выкладываем сверху крем. Сметанный крем очень хорошо пропитывает коржи. Всего я буду выкладывать 3 слоя крема и 4 коржа. Верхний слой я оставляю без покрытия, таким красивым. Итак, выкладываем корж за коржем. Это супер быстрый тортик. Посмотрите, какой у нас красивезный получился торт, и сверху я не буду ничем его украшать, так и оставлю, потому что это должен быть быстрый, простой, незаморочливый рецепт, но при этом вкуснейшей выпечки, поверьте. Бисквит шоколадный, ванильный вместе со сметанным кремом и сгущенкой – это объедение. Чем-то его накройте, чтобы он у вас не заветривался. У меня есть такая разъемная форма и также сверху пищевая пленка. Ставим в холодильник его хотя бы на час. Сметанный крем быстро пропитывает воздушный бисквит, поэтому мы сможем уже совсем скоро насладиться этим тортом. Все, тортик пропитался. Посмотрите, какой он у нас хороший, красивый. Знаете, что самое прекрасное в этом тортике? Помимо того, что он очень быстро готовится, это также то, что здесь есть и белые, и шоколадные коржи. Посмотрите, какой он у нас прекрасный в разрезе. Он уже мягусенький, бисквит так быстро пропитался, пахнет умопомрачительно. Красотун. Ну что ж, давайте пробовать. Нежнейший. Он просто растаял. Такой мягкий, нежный, сочный, очень вкусный крем с легкой кислинкой из сметаны. Обязательно приготовьте, это то, что нужно на чаепитие, быстро, просто, доступно и невероятно вкусно. Всем пока, до новых вкусных рецептов!